Для чего нужна Организация Объединенных Наций? Этот вопрос в последнее время становится все более актуальным. Итак, для чего же нужна ООН? После окончания Второй мировой войны в 1945 году страны-победительницы создали международную организацию, целью которой стало укрепление мира и прогресса между всеми странами. Все страны, составляющие на тот момент мировое сообщество, вошли в состав Организации Объединенных Наций, которую принято называть по аббревиатуре ООН. Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, и в этих целях проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом как добрые соседи, и объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности, и обеспечить принятием принципов и установлением методов, чтобы вооруженные силы применялись не иначе как в общих интересах, и использовать международный аппарат для содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов, решили объединить наши усилия для достижения этих целей. Очевидно, что организации не удалось добиться ни мира, ни развития. И судя по нынешней ситуации, эти цели очень далеки от реализации. Таким образом, справедливо сказать, что организация не смогла выполнить свою миссию. Сможет ли она когда-нибудь это сделать? Честно говоря, это крайне маловероятно. Или, как сейчас модно говорить, highly unlikely. Одними красивыми словами и политкорректными речами прогресса не добиться. На самом деле, единственный способ добиться прогресса – это изменить существующие структуры власти. А это не произойдет с помощью призывов и манифестов. Все дело в экономическом развитии каждого государства и его способности влиять на глобальное управление, которое практически всегда подкрепляется реальной военной мощью. Старое выражение «сила делает право» было верно со времен каменного века. Только теперь дубинка способна уничтожить жизнь на земле. Поэтому, когда речь идет о мире, важно помнить старую римскую пословицу: «Хочешь мира? Готовься к войне». Можно ли решить эту проблему только благими намерениями? Давным-давно, во времена Холодной войны, когда мир был резко расколот между свободными капиталистическими государствами и диктатурами социалистического лагеря, Организация Объединенных Наций была ареной для обсуждения самых серьезных вопросов человечества. И хотя решающее соглашение так и не было достигнуто, организация оставалась площадкой, на которой два основных блока, капиталистический и социалистический, могли заявлять свои геополитические интересы и, самое главное, слышать друг друга. Распад Советского Союза в 1991 году неожиданно сделал мир однополярным. И это действительно была неожиданность не только для граждан Советского Союза, но и для руководства Соединенных Штатов Америки. Фактически создав мирового гегемона в лице США, которому больше не нужно было искать консенсус, и теперь все решения принимались только в Вашингтоне. Однако такая ситуация по историческим меркам оставалась недолго. Через несколько лет Россия вновь заявила о себе как о супердержаве. Более того, появился еще один центр экономической, военной и политической силы – Китай. Пришло время определить новый мировой баланс сил. Если мы попытаемся обобщить влияние ООН на человечество за 80 лет ее существования, это будет весьма затруднительно. Ни мир, ни гармоничное развитие государств не были достигнуты. По сути, ООН
не смогла предотвратить ни одной войны. Организация всегда приходит слишком поздно, когда конфликты уже начались или уже вот-вот закончатся. Присутствие ООН в качестве сдерживающей силы ничтожно мало. 90 тысяч голубых касок в глобальном масштабе не представляют собой реальную военную силу. Более того, роль организации как посредника весьма сомнительна, поскольку она обычно встает на сторону сильных мира сего. Интересно отметить, что аппарат ООН всегда выступает на стороне элит капиталистического мира, а не на стороне угнетаемых народов. Все дело в том, что военная промышленность – это величайший бизнес в мире, приносящий огромные богатства корпорациям, производящим оружие. Еще более важным является то, что большая часть производства вооружений обеспечивается 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН. Это США, Великобритания, Франция, Россия и Китай. Таким образом, ответственными за нашу безопасность являются крупнейшие производители оружия, по совместительству являющиеся крупнейшими ядерными державами. В настоящее время США являются ведущим производителем и продавцом всех видов вооружений. На их долю приходится более 40% от общего объема продаж. Как могут простые люди, обыватели, противостоять транснациональным корпорациям, обладающим практически безграничной властью, таким как американские Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, General Dynamics, британская BAE System, французская Thales, китайские Norinco или Alec, или правительством, которое строит свои стратегии национального роста на торговле оружием, а если честно говорить, то и на откровенной войне. Если войны – это бизнес, то ООН, несмотря на присуждение ей Нобелевской премии мира в 2001 году, не может ничего сделать для их предотвращения или прекращения, а ее слова – лишь пустые заявления. Еще большее заблуждение касается экономического и социального развития. Мир в основном контролируется огромными капиталами американского и европейского происхождения, поскольку именно доллар является универсальной резервной валютой. Хотя сейчас некоторые страны во главе с Россией это оспаривают, предлагая новые международные финансовые механизмы. Тем не менее, если кто и выигрывает от сложившейся ситуации, то это отнюдь не подавляющее большинство населения земного шара, которое все еще борется со многими проблемами, сопровождающими нас на протяжении тысячелетий, такими как голод, болезни, безграмотность, ущемление основных прав и свобод. Главными выгодополучателями по-прежнему остаются богатый север и так называемые страны первого мира. Развитие при помощи стратегий, взывающих к доброте и целей, поставленных добрыми бюрократами, игнорирующими реальную динамику мировой эксплуатации, никогда не будет достигнуто. О нем не может быть и речи. Капиталистическая система экономики бесчеловечна. Она способствует эксплуатации слабых и бесправных ради поддержания здоровой нормы прибыли. Она допускает диктатуры, перевороты, ложь и подтасовку фактов, как правило, с молчаливого согласия ООН. Ни одно государство с менее благоприятным экономическим положением сегодня не способно выйти из нищеты, находясь под эгидой ООН и стран Запада. Единственный способ остановить этот цикл – это изменить динамику власти. Политкорректность не решит проблемы, а ООН, подпитываемая интересами крупных корпораций, вряд ли поможет бедным. Даже если Россия будет жертвовать продовольствием и доставлять его за свой счет. На самом деле необходимо бороться с несправедливостью, порожденной алчной и грабительской политикой развитых стран, которая порождает бедность, а не с самой бедностью. Только тогда станет понятно, зачем нужна Организация Объединенных Наций. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Если вам понравился материал, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.